Наконец-то мы с Рифатом добрались опять до моего дорогого друга Анатолия. Да, я соскучился уже не только за тобой. Мерлой, Сапфира и Купаж. О, Купаж. Это молодое вино или выдержанное? Это молодое вино. Какого года? 20-го. О, Рифат, держи. Чокнуться надо, не пьешь, но чокнуться надо. Давай. Оп. За мир. За мир во всем мире. Добро пожаловать. Спасибо, Толя. О, шикарно. Прям вино. Ну что, сегодня будем готовить самый-самый нежный шашлык, который только может быть из мяса барана. А почему он нежный, я вам сейчас расскажу. Толь, я привез вот такую коробку молодого ягненка. То есть вот она. Ну, здесь, наверное, килограмм 6. Вот. Я хочу отсюда полностью убрать все кости и сделать шашлык из мякоти. Чтобы просто брать мясо и кушать. Так, для начала нам нужно разрезать грудинку. И разделить ее пополам. Это все пойдет на бульон. Косточки, чуть-чуть мяса, самый крутой бульон. Пока это все сюда кладем. Оп. Еще одно осталось. Это вторая бульонная часть. Теперь нужно отделить хребет. Все, это тоже порубим и будем делать шурпу в следующий раз. Теперь готовая мякоть нужно разделить пополам. Одну часть убрать, а другую часть обработать. Убрать жилки. Проверить рукой, не остались ли маленькие кости от хребта, от ребрышек. Нарежем мясо на порционные куски. Это вот как раз та часть, которая на пистолетиках идет с костью. У нас это будет просто мякоть.
вторая часть. Также зачищаем. Жилочку убираем. Вот такие кусочки получаются. Самое нежное мясо в баранине. Вот такая красота, нежность сплошная. Так, это на шурпу, это тоже. Обычно мы мясо вообще не маринуем, молодого ягненка. Когда ставим на угли, мы его прям там солим и перчим. Но сегодня мы будем готовить шашлык в тандыре, и для этого я вам покажу настоящий кавказский маринад. Как маринуют мясо на Кавказе и что нам для этого понадобится. Так, берем вот такую кастрюлю большего размера, чем вот эта, где мясо. На дно сыпем соль. Сюда же сыпем черный перец. Кстати, к этому мясу, самому нежному, которое мы нарезали, добавим почечную часть. Здесь мы мясо с костей не снимали. Будет это на косточке у нас. Вот такие вот тибончики, кто разбирается в стейках. Вот так на низ кастрюли укладываем. Сверху опять соль. Черный перец. И лук. Чуть-чуть мнем, чтобы лук дал сок. Вот так мы будем мариновать все мясо. Кавказский шашлык, если маринуется, то только так. Соль, перец и лук. Больше ничего не добавляется. Нужно кушать вкус именно самого мяса, чувствовать. Всякие специи разные, гвоздики, хмели-сунели добавляются в мясо тогда, когда оно старое, у него есть какие-то свои посторонние вкусы. То есть, чтобы изменить вкус мяса. Мы его менять не хотим, мы хотим его чуть-чуть дополнить. Поэтому соль, перец и лук. Завершающий слой лука. Все, накрываем крышкой, и часа вполне достаточно будет, и будем жарить. Толя? Сереж, ты уже вместо меня. Да, я все понимаю, ты на хозяйстве, дом есть дом. Ну что, дорогие друзья, как всегда, хотим пожелать вам всем здоровья, нам всем здоровья, радости побольше, счастья, удачи, чтобы каждую неделю, каждая рабочая неделя заканчивалась встречей с близкими, дорогими друзьями, и чтобы в этой жизни мы больше отдыхали, радовались, чем работали. Всем вам этого желаю. За друзей. Рифат, вино, сыр, зелень, как будто на Кавказе, да? Как будто. Пушка. На. Вот что с сыром самое вкусное. Я забыл. Тархун? Да, сам искал на рынке, чтобы с сыром покушать, и забыл. Тархун
сыр. Это все в тонкий лаваш, вообще нужно было завернуть. Но кушать хочется уже сейчас. Тандыр пока топится, мясо уже почти замариновалось. Нам нужно нарезать курдюк. Расскажу для чего. Сейчас нарежу, будем насаживать на шампур мясо, курдюк и картошку. Вот такими кусками большими порежем. Все, час прошел, мясо замариновалось. Будем одевать вот на такие шампуры. Это для тандыра специально. Будем одевать в таком порядке. Кусок курдюка. Потом мясо и снизу картошка. Курдюк нам будет нужен для того, чтобы от температуры он будет плавиться и будет стекать на мясо и в конце на картошку. И будет все сочное, вкусно. И в конце насаживаем картошку. Вот так. Это что-то новое. Такое я вот, если честно, не видел. Ты, наверное, сам придумал, да? Рифат, мне иногда интересно, где ты до этого был. Я видел шашлык на мангале, но вот так в тандыре, Да. чтобы сверху курдюк стекал вниз по мясу. Это ты гурман в этом вопросе. Да. Мясо само по себе очень сочное, баранина. Но курдюк это не свиное сало. То есть он когда вареный, у него вкус нежной баранины, у него не вкус жира. И вот когда он будет стекать, это будет все мясо обволакивать, картошку, и будет очень сочно и вкусно. Так, наденем почечную часть, тибон стейк, если бы готовили говядину. Вкусная клубника? Салфетка. Сейчас. Опа! Картошку надели, теперь сейчас посечем ее, посолим и поперчим. И черный перец. Теперь наденем еще на обычные шампуры помидор. Один шампур сделаем жареных помидор. И наденем еще пару острых перцев наискось. Перед тем, как ставить мясо, сделаем посыпку для него, когда уже готовый шашлык будет. Для этого мы порежем один репчатый лук. Теперь здесь взяли чуть-чуть кинзы, тархун, укроп и зеленый лук. Сейчас это все нарежем и туда же к репчатому.
Теперь возьмем один лимон, порежем его 4 части и выдавим в зелень. Достаточно. Вот такая будет у нас посыпка для шашлыка. Тандыр готов. Мясо замариновано. Так, ставим колосник. Птицы поют уже, Рифат. Да, весна. Это говорит о том, что мы скоро поедем в горы. Все. Ставим крышку. Закрываем. Мясо и картошку загрузили. 12-15 минут и все будет готово. Оставайтесь с нами. Друзья, прошло 15 минут. Снимаем верхнюю крышку. Вот эту крышку. Ух, какой пар пошел. Ух, да. Ух, как зажарилась, смотри. Ух, какой запах. Зелень, лук, лимон, мясо. Накроем лавашом. И вот так. Друзья, к нам приехали гости из Москвы. Мы пойдем их кормить кавказским шашлыком. Спасибо, что были с нами, смотрели наш канал. Всем здоровья, удачи, всего доброго. Хорошо, что приехали, добрались наконец-то на нашу кавказскую землю. Вот. И угощайтесь. Приготовленный шашлык с Сергеем. Вот. Всем приятного аппетита.